Ой, какая я бестолковая. Это кошмар. Мне сказать нечего. Все получилось у тебя? Работайте клювом. Смотрите. Зачем ты это сделал? Вот, смотрите, яйцо, которое я оставляла, индюшиное. Вот оно, видите? Не знаю, кто это сделал, не знаю. Видите? А вот это яйцо я нашла на улице. На улице в вольере. Вот как? Как можно? Ну вот при таком содержании кур, индеек не получится мне оставлять яйца. Или же надо вольер весь накрывать плотной сеткой, чтобы коты не могли пролезть. Не знаю, кто это сделал. Или индюки. Ну, скорее всего, нет. Но если бы это сделали коты, то они бы его полностью съели. Видите, желток не съеден весь. Жалко, очень жалко. Зачем я это показываю? Я это показываю, вот эти яйца, которые съедает моя кошка, не для того, чтобы пожаловаться на эту кошку, а для того, чтобы те, у кого куры не несутся, яиц нет, обратили внимание на своих котов. Потому что некоторые даже могут не догадываться о том, что коты тягают яйца из курятника. Поэтому я показываю свои находки, когда я приезжаю. Вот эта кошка вытягивает из курятника яйцо в пасти и переносит его, это яйцо, через забор и съедает вот здесь за вольером. Но догадываюсь, что она кое-что ест и прямо в курятнике, в вольере. Ну и показываю это как случившийся факт. Я показываю все, что делаю в курятнике, и вот такое происходит, и поэтому я это показываю. Вот и долгожданный 21 день. Я приехала. Это квочка, 21 день. А ну-ка угадайте, есть цыплята или нет? Тихо. Что-то я слышу. Кто угадает, есть цыплята или нет? Да тихо, тихо. Что-то вроде бы слышу. Все, поднимаю эту сетку и буду смотреть. Буду смотреть вместе с вами. Все в режиме реального времени. Ну что, смотрим. Я не поняла. А где цыплята? Неужели замерзли яйца? Вот это да. У нас уже 3 ночи -5. Ну не должна она здесь замерзнуть. Это теплица. -5. Здесь по-любому должен быть плюс. Так, беру овоскоп. И сейчас буду смотреть, что происходит. Я не поняла. Что такое? Вот это да. Приехала за цыплятами. Где цыплята? Так, сейчас возьму овоскоп, провоскопирую, вам все расскажу. Ну что? Что происходит? Яйца я провоскопировала. Цыплята в них есть. В некоторых, конечно, очень плохо видно. А ну где-то штук 5 точно шевелятся. И что вы можете себе представить?
Это нереально. Я просто неправильно посчитала дни. Вы представляете, у меня такое впервые. Сегодня всего лишь 19 сутки. Ну как я так могла? Ой, за дурной головой ноги страдают. Это же я приехала, все бросила, потеряла день. Нет, чтобы сесть еще раз посчитать. У меня, кстати, была вчера такая мысль. Ой, у меня была такая мысль пересчитать. Ну почему я это не сделала вчера? Вы представляете? Ей еще сидеть 2 дня. Сегодня 19 сутки. Конечно же, цыплят нет. Ой, какая я бестолковая. Это кошмар. Ой, ну что, соберу яйца и еду домой. И опять через 2 дня нужно ехать. Как я могла так неправильно посчитать? Просто не понимаю. Как я могла так неправильно посчитать? Приехать за цыплятами на 19 сутки. Ой, мне сказать нечего. Видите, куда снеслась квочка? Вот. Вот яйцо. И она снесла под гнезда. Кладу яйцо в карман. У цыплят все хорошо. Они без квочки прекрасно здесь сидят. Где там курочка? Вон она. Немножко добавила корма и принесла воду. Вот и весь уход. Встретимся через несколько дней. Оставлю им буряк. Ходят без дела. Пусть занимаются, клюют буряк. Все, занимайтесь. И тут тоже. И тут тоже буряк. Пусть занимаются. Привыкли, что я им тру. Ждут. Ждут, что я принесу терку. Давайте. Работайте клювом. И воду нужно еще принести. Подождали немного, что им потрут на терку. Поняли, что делов не будет. И все. И сами себе добывают пищу. Это самый лучший способ отвлечь кур, отвлечь от дурных мыслей.
Принесла вот такой большой ящик и хочу для индюков ограничить гнездо. А то так непонятно, где гнездо, где подстилка. Вот поэтому второе яйцо индюшка снесла на улице. Ну, конечно же, и потому что там было раздавленное, мокрое место. Конечно, индюшка туда уже не пошла нестись. Поэтому вот сейчас буду ставить гнездо. Все оттуда выгребу и поставлю вот такой пластиковый, он такой устойчивый, тяжеленький ящик. Вот так вот я сделала. Вот такое гнездо. Оно хотя бы имеет окантовку, имеет какие-то границы. И я думаю, что так будет лучше, чем просто в подстилке в соломе. Спросили меня про индюков, будет ли оплод этого яйца, если это гибрид. Ну вот и посмотрим, будет ли. Но я не уверена в чистопородности этих индюков, потому что я их покупала у частного хозяина, брала суточными индюшатами. И в чистопородности этих индюков я не уверена. Поэтому вот нанесут индюшки яйца, и мы это проверим. И хотела вам показать пол на выгуле в курятнике. Вот смотрите, как он сейчас выглядит. И я надеюсь, что вы помните, что осенью я сюда привозила много листьев. Ореха, дуба. И даже некоторое время, когда было очень-очень здесь грязно, я выбрасывала солому из курятника. И вот посмотрите, где делись листья. Прошла зима, и ничего от листьев не осталось. И вот, кстати, в этом вольере, смотрите, ни одного листочка нигде нет. Все за зиму уходит в грунт. Вот так петух заставляет курицу нестись в гнездо. И тут дело пошло без терки.
Без терки все справляются. И положу сюда пластиковое яйцо. Это пластмассовое яйцо будет служить покладом. И смотрите, я им насыпала ракушку, всю съели. Сейчас пойду попрошу у кур. Потому что здесь сейчас она очень нужна. Песок у них есть. Вот ведро с песком стоит. Песок есть. А вот ракушка закончилась. И песочник после зимы нужно привести в порядок. Привести нужно сюда песок. Они выгребли на лапах, вынесли и в гнезда, и в курятник. Полный был песка. Осенью я привезла сюда полную песочницу песка. Видите, сколько нету уже? Это все за зиму они вытаскали. Петух зовет всех кур в курятник, приглашает. Особое приглашение всем. Заходите в курятник, петух вас всех зовет в гнезда. Это очень важно. Вот это роль петуха. Он и охраняет кур, но и заставляет нестись. Вот видите, он уже в гнезде. Смотрите, где был петух. Видите? Всю одну курицу завел в гнездо. Очень большая роль петуха в курятнике. Конечно, если вам не нужны цыплята, вам не нужен оплот яиц, можете петуха не заводить. Но петух заставляет кур нестись. Петух охраняет кур. А решать вам, держать вам петуха или нет.
Иду с индюшиным яйцом собирать яйца. За дурной головой ноги страдают. Приехала раньше времени за цыплятами. Поэтому соберу яйца и еду домой. Все получилось у тебя? Уже все получилось? А ну-ка посмотрим, как у нее все получилось. А ну-ка. А ну-ка. Горячее. Получилось у тебя. Горячее. Молодец. Идет ведро. Так, соберу то, что есть. Вот так. Поэтому обязательно хорошо считайте, когда вы садите квочку, чтобы не было как у меня. Квочка уже на месте сидит. Здесь у нас два яйца. С цыплятами просчиталась, зато уеду с яйцами. Ой, что-то тут. А ну-ка. Нет, нету. Мне показалось, что яйцо. Показалось яйцо. Кто тут? Ломан Сэнди. А здесь вот такая. Это, по-моему, кучинская. Но зато домой поеду с яйцами. И опять придется ехать. И опять скоро придется ехать, если сегодня 19-е сутки, через день. Все, тут все собрала. Придется опять через день ехать. Ну что, Петя, выжал с них все, что мог, да? Молодец. Все, что мог, выжал. Идемте за яйцами. Так, что у нас здесь? Сейчас соберем. Ого. Зеленая помесная с Амираукана. Большое. И эта курочка, между прочим, как начала нести крупные такие яйца, так и несет. Все, заглянула в гнезда, ничего больше там нет. Все. Здесь у нас одно яйцо, крупное. Вот это все нужно помыть. Приеду ждать цыплят вылупления, и у меня будет время. Вот это все помою. Так, вот тут еще будет яйцо. Если снесет к моему отъезду, заберу. Несколько дней подряд у нас ночью
мороз -5. В некоторых местах и больше. А днем очень тепло. И уже летают мухи. Фавероли роют подкоп. Ямы вот такие нарыли. Вы хотя бы к квочке не приройте ход. А то так можно подрыть и попасть к квочке. Так, что у нас тут? А ну-ка. Посмотрим, что тут у нас. Одно яйцо. У фаверолей одно яйцо. А этой мадам яиц нет. Гнездо закрыла. Все нормально. Молодцы. Здесь у нас одно яйцо. Яйцо моей поместной курочки. И сейчас проведем расследование. Проведем расследование. Ну, вроде бы сухо. Тут все сухо. Немного еще подложу на дно. Все. Так. И на всякий случай посмотрю в этом гнезде. Ну, здесь ничего нет, видите, да? Все. Закрываю его. Пусть стоит. Все, собрала яйца за один день. Получается, за один день. И все, уезжаю. Это, конечно, несправедливо, но я у кур забрала ракушку и дала индюкам. Привезу, обязательно привезу. Вот смотрите, что творится. Видите? Втроем. Это потому что все остальные не видят, а так бы были бы здесь все. И вот так индюкам нужна ракушка. Потому что сейчас начнется яйцекладка.
Индюки, конечно, странная птица. Иногда они совершают такое, что меня начинает пугать. Ела ракушку, тут начала крутиться. Смотрите, что делает. Что это сейчас будет, я не знаю. Может быть, яйцо сейчас снесет. Ой, как он ей подрал спину, вы видите? Вы видели, как он ей разодрал спину? Смотрите. Ой-ой-ой, какой кошмар. Сейчас буду лечить ее. Все, отключаюсь. И попробую, может быть, попону одену. Со второй стороны нормально, а здесь разодрал ее. Хорошо, что я увидела. Все, выключаюсь, буду лечить рану. Все, залила йодом. Все раны я лечу йодом. Но, конечно, хорошо бы закрыть эту рану. Одеть бы ей попону. Попробую сейчас куриную попону одеть. Хорошо, что крыло закрывает эту рану. И куры его не видят, потому что иначе бы они все выклевало бы. Ты видел, что ты сделал? Ты видел, что ты сделал, а? Зачем ты это сделал? Вот попона для кур. Ой, откуда оно взялось? Только что какая-то индюшка. Ой, и смотрите, оно мягкое. Срочно нужна кормовая ракушка. Смотрите. Какой кошмар. И это, по-моему, снесла именно эта индюшка, которую я лечила йодом. Вот такое яйцо. Видите? А я хотела показать, что попона для кур, ну, абсолютно маленькая для индюшки. Смотрите. Видите? Она совершенно будет маленькая, и ничего она не закроет ей. Ну, хотя попробовать можно. Вот так вот ей одела и на сторону ее сдвинула. То есть за счет того, что резинка не пришита, а она здесь хорошо двигается, я ее вот так на эту сторону, где рана. Видите, чтобы рана была закрыта. Вот так. Непривычно ей, конечно, но зато рана закрыта. Пусть так походит, все равно я через день приеду и все посмотрю. Болит, да? Все, уже уезжаю. Забежала быстро в курятник проверить гнезда. Есть. Все, забираю. И даже нету времени уже у меня вот это все убрать. Ну, думаю, за один день не сильно запачкается, не страшно. Через день приеду. Красота. И у чубатых кур тоже есть одно яйцо. Забираю.